Луиза Хар, давно вас не было. Люблю вас слушать. Спасибо, я люблю друзей и люблю нашу команду. Стараюсь выходить с роликами каждый день, либо через день. Делейнел, Вячеслав, а картина «Долгострои» у вас есть? Есть скорее не картина «Долгострои», а идеи, которые не реализованы. Они созревают, вызревают. Бывает так, что картину напишешь и не показываю ее, потому что она мне не нравится. Нужно что-то дорабатывать, либо совсем переписывать заново. Ну, вот так. Есть и такие, которые настаиваются, как коньяк. 5 звездочек лучше, говорят. Ну, вот 5 звездочек, значит 5 лет. Постоит в уголке, либо на стеночке, чтобы я на нее все время смотрел и думал, как решить задачу. Бывает. Ребята, я готовлюсь к запуску нового проекта. Называется «Детский портрет». Это будет курс из 6 уроков. Разные образы, разные задачи. И будем изучать конструкцию. Рисунок будем подготовительный делать так, на основе конструкции. То есть хочется, чтобы те знания, которые я накопил, поделиться ими, чтобы вы делали работы профессионально, рисовали своих внуков, детей, на хорошем уровне. Я рассчитываю, что мы в эту пятницу запустим этот курс, и на сайте будут все уроки выложены, и первый будет бесплатно, вы сможете вообще познакомиться с курсом, порисовать со мной на первом занятии. На курсе будет опция обратной связи. Вы сможете присылать работы на разбор, делать. В общем, будет рабочая атмосфера. Брутал. Вячеслав, мне понравился ваш натюрморт на фиолетовом фоне с цветами, яблоком и чашкой. Я даже поставил его на десктоп. Но то, что висит у вас за спиной, немного отличается. Там или исправлено, или блик. Хотелось бы узнать ход мысли и рассмотреть поближе. Поближе я вам его, конечно, покажу, а ход мысли у меня меняется. Пока я его писал, он был написан в прямом эфире. Кстати, эти записи на сайте есть. Вы можете посмотреть их. Они платные, так, адекватных денег стоят. Рассматривайте это как поддержку моего канала. Так вот, я обычно, когда пишу в прямом эфире, особенно говорю, что так, считаю сейчас, что эта работа закончена, но мне нужно с ней переспать, и, возможно, я внесу какие-то изменения. И вот она у меня висела, и я почувствовал, что просто задника синего мне как-то меня унесло написать пространство, Гурзуфа, который я люблю, в такой импрессионистической творческой манере, как такой намек на море, которое бликует там сзади. Поэтому я это внес. Изменения в работу небольшие. И она теперь выглядит по-другому. И совсем скоро, с 5 по 9 марта, я проведу класс в Гурзуфе. Это самое лучшее время, чтобы там пописать весеннее состояние. Что-нибудь обязательно зацветет, либо персики, либо миндаль, либо что-нибудь еще, вишня. Так что приезжайте, можно взять любое количество дней, не обязательно 5. Девушки, попросите ваших юношей сделать вам подарок на 8 марта. Жду вас. С 9 по 13 апреля я жду вас в Плёсе. Там буду проводить мастер-класс. Это великолепное место. Волга. Писали передвижники в этих местах. Попишем и мы, поучимся. Марина Арская. У меня такое ощущение, что скоро эллипсы будут гоняться за мной по комнатам, да? В моих снах с криками. Почему мы такие кривые? Почему раскрытие не такое? И почему ты нас так криво обводишь? Ничего себе. Я могу нарисовать приличный эллипс карандашом на бумаге, особенно когда есть опора для руки. Но кисточкой и маслом на весу есть ли какие-то секреты? Как тонкой кисточкой нарисовать правильный эллипс в нужном раскрытии? У меня такая кисточка по маслу очень плохо идет. Так, ребят, надо что-то делать. Например, холст перед вами, да? Вот. Обопритесь вы мизинчиком. Так, кисточка тонкая. Мизинчиком обопритесь. Обоперся. И нарисовали, как вам нужно. В нужном месте, тонкой.
Если и так не помогает, то берите. Есть такой прибор мусштабель, по-моему, называется, или без «с», муштабель. Ну, от какого-то немецкого, видимо, слова «мус». Ну, микс. Мус. Так, сок такой. Так, муштабель. Ну, это такая палочка. Можно палочку, просто реечку купить. Ну, она длинная, да? То есть вот примерно холст. Вы бах, вот так оперлись, на нее пальчик или ручку. Главное опору найти, да? А это опирается на край холста. И жик-жик-жик порисовать. Ну, вот так. Либо потренироваться как-то так. Делать такие выкраски на листе бумаги. Другого, ну, вот два пути. Они верные. Ну, а потом кривенько, косенько, это даже красиво. Ну, по мне. В природе ведь нет прямых линий. Что там в чертеж это все превращать? Это же не черчение. А пусть немножечко... Вы же чувствуете, какое нужно раскрытие. Ну, и пусть оно будет немножко кривовато такое. Я даже весь кривой. Мы все немножечко такие асимметричные. Георгий Победоносец. Моя творческая деятельность началась в далеком 1977 аж году прошлого столетия. Рисовал всем, чем можно, кроме масляных красок. Смотрю ваши работы, уже давно и понимаю, что мне этот материал не осилить. Это почему же не осилить? Ну, возьмите и осильте, ёксель-моксель. Вспомните, как вы ходить начали. Кажется, что никогда в жизни, только ползать. Ну, встали на две ножки, тюк-тюк, падали, конечно. Я падал. Но осилили же. И не нужны никакие костыли, подпорки и руки мамы, папы. Ведь мы сейчас ходим, Георгий Победоносец, самостоятельно. Осилили. Так, предпочитаю работать простым карандашом. Хорошо, картины не выгорают. Это сигнал. А бумага красиво стареет вместе со мной. Ну, стареющая бумага, ее даже специально старят, ну, чтобы было, так сказать, подороже. Вот. Для меня работы портретистов – это высший пилотаж среди всех художников. Вы будете проводить 6 уроков курса «Детский портрет». Да, буду. Для тех, кто не имеет навыков рисования, знания анатомии и строения головы. Так будем изучать. Как вы за эти 6 уроков сможете объяснить начинающим, как писать голову, если мы и вы когда-то только глаз, губы и нос из гипса рисовали по несколько уроков, прежде чем начать рисовать гипсовую голову целиком? Ну, так да, у меня есть курс «Голова человека». Пройдите его, порисуйте нос, губы, глаза сначала, а потом ко мне милости прошу вот на этот портреты детские. Там их будет 5 различных. Причем один будем рисовать фигуру в полный рост, а один с козленочком, животным, девочка. Ничего не надо бояться. Будем это дело изучать. Курс интересный. Я вложил в него все свое сердце объемное, душу. Так что все будет хорошо. Вы делаете по урокам, присылаете мне на разбор, и будем двигаться. А как иначе? Как научишься? Да, сложно. Я эти уроки делаю акварелью. Вы можете любым материалом. Если маслом страшно, ну, укроевистыми материалами, темперой, гуашью, акварелью. Будем изучать. Елена Пухирева. А вот, к примеру, почему проститутки не заслужили, чтобы их воплощали на холсте? Действительно. Ну, тут был недавно у нас разговор об этом. Даже Мария Магдалена. Они что, не люди, что ли? Вот именно. И дались вам эти красные сапоги и голая попа. Это все вот там, да, давно. Так, Вячеслав, вам надо подумать о том, чтобы данная картина была защищена на выставках. Что ж, под стекло, что ли, ее? Подбронированная, да? А то ненароком нападет какой-нибудь вандал. Ну, камеры сейчас везде сразу заарестуют вандалы, в кандалы, вот, и на каторгу. Да странно все это, действительно, друзья. Всем далась эта моя, значит, красивая девушка в сапогах красных. Ну, я люблю такие вот жизненные истории. Ну, все, что меня волнует, люблю. А если люблю, так что ж это не написать? Это интересно.
Красиво. Смотрите, на небо, на море, на костер и на женщину можно смотреть вечно. А Левитан, кстати, он ложился, вот так, он мог целый день пролежать, ну, на траве целый день и смотреть в небо, ничего не делая. Просто смотрел и рыдал. Ну, от счастья. Вот у него грусть была всегда. Коровин писал об этом. Плакал от красоты, которая его окружает. Видимо, такая чувствительность была. Ну, вот и на женщину я могу смотреть, как на облака левитановские. Ну, бесконечно. Не то, что один день, а все время. Тем более писать. Это же счастье какое. Анатолий Духанин «Акварель в Риме». Это было бы прекрасно. Да, я проведу класс на озере Гарда с 1 по 5 мая. Это незабываемая, удивительная красота, весна. Так что те, кто хочет поработать, поизучать живопись пейзажев в красивом месте, и приезжайте. Я уже купил билеты. И 1 числа мая в 10 часов мы начинаем работать до 5. А с 7 по 11 мая я жду вас в Риме. Мы будем писать акварелью. Рим. Это вообще чудо чудесное. В ближайшее время я познакомлю вас с какими-то своими зарисовками, видео Рима. Погуляю с вами вместе там. Ольга Селиванчик живет там. Она помогает мне подготовить этот класс. Локации уже готовы. Программа выложена на сайте. Вы можете ее посмотреть. И те, кто собирается, покупайте билеты, не затягивая. Есть закрытая группа, мы там будем обсуждать все технические детали. Включайтесь. Так, продолжаем. Анатолий Духанин о Риме. Так, значит, было бы прекрасно, жаль, уже стар, унижен пенсионным бытом. Унижен. Зачем же так унижаться? Надо с удовольствием выключать или вкручивать, там, я не знаю, ремонтировать паркет. Так, с удовольствием... другое удовольствие. Посмотрю видеоотчет. Сделаем. Но места знакомые, писанные и переписанные. Интересно посмотреть ваше акварельное решение. Ну да. Лично мне акварель не дается уже многие годы. Борюсь с ней. Но это техника для настоящих художников. Графоманом в акварели быть невозможно. Жаль, нет такого термина для живописцев. Но термин понятен. Поэтому-то я и стремлюсь писать целостно. Некоторые зарисовки акварельные я вам сейчас покажу в конце ролика. Наверное, поэтому подавляющее большинство живописцев пишут только маслом. Но это сложно акварелью, да. Ну, можно гуашью или темперой. Приезжайте или пастелью почирикаем. Но ваши акварели, Вячеслав, мне очень нравятся, но это в большинстве тела. А хотелось бы посмотреть архитектуру и городские пейзажи. Заранее спасибо. Ну, несколько совсем покажу. Я, конечно, люблю все-таки писать маслом, но свои акварельные наброски, зарисовки я вам с удовольствием покажу. Друзья, вы, конечно, знаете, как отметиться в журнале. Делайте это, а то декан будет ругаться, не увидит вас на уроках.
Предлагаю вам посмотреть еще один репортаж из Третьяковки. Я снимал Васильева, Врубеля, Левитана, Серова, Семирадского, Архипова, Репина. Ну, пока, ребята.